Друзья, всем привет, это Риадская авантюра, часть 3. Мы сейчас выдвигаемся кушать. Морковка. Дурак, это еще что он делает? Вот именно. Наконец-то я поспал не часа 2, а где-то 8. Минимум 8. И чувствую себя намного лучше. У тебя проблемы с засыпанием были, да? 2 дня последние, да, не мог нормально уснуть. И пока лежал, я типа был в таком полудреме. У него проблемы с засыпанием вчера. Типа, что, на пике уснул просто вчера. В этом-то и суть. Что, реально? Ну да, там вздремнул чутка. Нормально, перед А игрой. потом смотрю, я такой на Фениксе играю. Что за хуйня? Что за драфт? Почему я на жар птицы играю? Стоп, а что, челов тут непробиваемый драфт? Что наделали-то, ребята? Мы сегодня играем против Heroic LGD. Сегодня еще будет Магнус Сегодня авансовый. против LGD, как старые добрые. У чего при пике Магнуса уже там просто коллеги такие... Ну, Дирик точно там уже сердце не выйдет. Чего после Магнуса Инста такой пишет, да я завершаю карьеру, мне похуй. Я не буду больше против них играть. Сразу ставьте тех луз. Все, мы пришли кушать. Сейчас покажу вам ресторан и что выберет капитан команды Мипошка. Давай, набирай. Так, по-любому мы возьмем сальмон, кусочек. Рыбка важна, да? Рыбка – это белок, это важно. Да. Это что такое? Чикен эскалоп. Как думаете, нормальная херня, ребята? Думаю, норм. Эскалопчик. Кстати, я даже подам хороший пример, сам возьму кусочек. А папа, ты не будешь кушать? Да мне вообще похуй. Карри команды Gaming Gladiators. Вашему вниманию. Так, стандартная процедура, что мы делаем, когда набираем еду. Оп. Это чтобы что? Аппетит проснулся? Да, разогнать аппетит. Больше особо ничего не интересует. Что ест серии команды дурачье? Хумус, хлеб, сейчас еще овощей и что-то еще вообще раз. Карри команды дурачок, окей. Типа, как тут можно жаловаться? Кетчуп есть. А что еще надо решать? Из кетчупа вообще не знаю. Огурчиков малосольных. Так, идем дальше. Немножечко огурчиков для свежести. Ага. Так. Помидоры. Один. Так, главное не переборщить с огурчиком. Чуть-чуть помидорчик. Могли бы, конечно, и покрасить их, но что не желтый-то. Ладно, зелень еще чуть возьмем. Оп. Ну, получается красиво все. Ну, думаю, да. Ну и за сладеньким еще сейчас гоняем. Ну все, парни отправляются кушать. После этого мы идем на арену. Скорее всего, увидимся уже там. Хочешь получать больше эмоций от игры Team Spirit? Тогда переходи в описание, кликай по ссылке и забирай бонус от наших друзей. Друзья, мы уже в Player Lounge. Пошли на улице позаримся. Рядом со хотя мной бы. Антон Пошли на улице Дурачье. позаримся. Мы же дебилы. С кого ты играешь сегодня? Мы Blacklist 2-0? и OG. 2-2? Хочется 4-0. 2-2? Вы хочется 4-0. Все хочется? Ну хочется, бля, а вам бы не хотелось, что ли? Нам очень хочется. Ну вот, тем Всё, более, 4-0, видишь, всем 4-0. хочется. Давай, Договорились, бро. Все, давай, кулачок. Три факта about Heroic. Плейстайл. Первое. Герой нашего времени. Ага. Второе. Их 5. Третье. Играют с алхимиком. А алхимика будем банить? У кого ты спрашиваешь? У кого ты спрашиваешь? Ты ничего не знаешь, да? Конечно, ничего. Нажимаешь кнопки. Конечно. Что ты делаешь? Качаю доту. Поиграть захотелось немножко. Компы настроены, все готово. Рядом с вами Мирослав. Это я. Как у вас ощущения сегодня? Как ваше настроение? Как ваше самочувствие? Болит спина, жарко, хуёво у меня. Ну, все, так, в целом все супер. Мы сегодня играем против Heroic первую игру. Да, играем. Какие факторы у тебя лично должны сложиться, чтобы ты в лейт-гейме прям чувствовал себя комфортно? Своровать как можно больше у маги фрагов, чтобы он вот погибал на линии, а я нет, и собирал сол экспу. Ага. Вот, в идеале, чтобы так все сложилось, это будет вот лучшая игра, которую я мог получить. Там воровать А ровно так, там. чтобы не пикали мне вот Никса, тогда, возможно, все будет четко. Тебе не нравится Никс? Не, ну я его сам там вчера подфорсил, но понял, что его так нельзя в тупую брать, а то потом будешь бегать 0.10. Такие вот выводы я вчера сделал. Все, мы с каждым днем учимся. Все, парни погнали играть, а мы погнали с Дмитрием Корбаном, с Русланой и с тренером команды Салитом в просмотровую. Будем вещать оттуда. Дмитрий, как ваше состояние, во-первых? Какое у вас предчувствие на сегодняшний день?
Что думаете? Состояние в порядке. Переживаю больше, так сказать, за нашего тренера. Потому что тренер у нас позже всех уходит спать, готовится, смотрит драфт и все остальное, поэтому за него переживаю больше, ему выспаться по-хорошему. По сегодняшнему дню что думаю? Давай так, по-хорошему, если мы хотим уверенно выходить в верхнюю сетку, мы должны сегодня день заканчивать 3-1. То есть одну карту я могу типа скинуть, да, но 3-1 мы должны заканчивать. Что самое трудное будет против Heroic, как ты думаешь? Против Heroic мы должны пикнуть героев, которые способны отвечать на тимфайт и способны отвечать на ранний стак и агрессию импа. Потому что, ну, Heroic, они похожи чем-то на гладиаторов. То есть они тоже стакнутся, они любят агрессивно играть, у них будут агрессивные герои, тимфайтные герои, чтобы, если что, можно было подстакаться, где-то пойти подраться, чтобы ультимейтов учить пойти подраться, ранние смоки нажать, вот это вот все. У нас просто должен быть драфт, который способен, во-первых, тимфайт, а во-вторых, способен довольно рано отвечать. На ранних стадиях, то есть, Да, на ранних до стадиях тех пор. отвечать на тимфайт. Ну все, друзья, будем болеть за наших ребят. Как говорится, Team Spirit вперед! Dazzle trying to join them as well as Mira and Radan start. Analog back in with Avatar. Macropire over the three of them. The Vengeful Spirit swapping, surviving. Hector staying alive and Law. Well, he comes back in with a double kill and Troll Ward slices the third. Oh man, it looked decent for Heroic there, but they are sliced and diced by this Troll Warlord. Tiny shows. There we go, straight in. Arena catches two of them. The Brewmaster, Dalai Lama getting chain stunned as well. Nice ice path with a save out of the swap. K1 though is in danger. He's going to die. Saves his Dalai Lama Brew, but the Venge position one carry falls. They're scouting things out. They see Collapse in the back. Dalai Lama hexed up. Weaver into the back line, scouting Amit Poshka, but they've taken down King Jungles with Mirror in the far right-hand side of the fight, while the Vengeful Spirit is being focused by the Troll. Radan has found his man, kills him. Халяр вроде защищает, а не просто Деннера, а у него еще грейт есть. Нет, все за нами вроде правильно. Юлик этот салат выносим. Тень не вылетает. Да, там должны убить нас. Там последний осталось. Schofield time-lapses back to try and buy a bit of time, but he's speared and pinned up against the tree to get blown up by Laurel. Пару секунд. Кстати, здесь трой. А он может занетить эту хуйню? Да. Ебать там мясцов. Таргет вылетит. Атака драки. Ну, 10 из 10. Зашибись. Yeah, then like how important was that early tower take from Radan in the bottom lane as K1 disappears? That's to carry Venge in a matter of 1 second. He's obliterated. Analog trying to TP out, but he netted up. And it looks like this one is over. GG called. Team Spirit with a beautifully crafted, drafted, executed game one here against Heroic. Меня тосы, у меня Аганим, мага проставит арену на Тине, он умирает, все. Ну, типа, да, получилось так, что они бы А там просто мы вдвоем. А я через эту хуйню пройти не могу. Ну да, не могу пройти. Тогда позиция плохая на реке. Эти кливы еще. Мне кажется, чтобы вот вы вперед бежали, я просто ждал, где-то. Вообще на того, что надо под тавром драться, не выходить. Но мы же не знали, мы сами хотели брать. Не, ну Смокена там Брю просто вышел такой на центр, распушивает вейв. Мы хотели Брю убить. Хотели Брю убить. Это плохой таргет из-за свапа. Да даже если, типа, мне кажется, нам просто надо начать пиздать на драку как-то. Просто с арены начать любой таргет, бинга свапает, инста умирает. Это вот. Да потом где-то минорно проиграли с пару моментов, они просто со смока от нас сбежали. Чуть неприятно было. Мы знаете, как стояли? Элдер вообще в миде стоит. Я под Элдером. Они поставили вард, увидели Элдера, ты Я под ним. был тоже в миде. Потом Илюха с тобой был вообще там под мидом, Мага вообще ниже секрет-шопа. Мы же как-то стоим. У нас еще был план, короче, мы распушим 3 линии. Да, и потом Ярик спалил смог духом. Да, он говорил это. Мы знали, что они там. Я отошел оттуда, потом типа захожу на тройку, говорю, помогите мне говорят, Ярик, я тебе помогу. Я такой, окей, я захожу. Но Ярик далеко, но мы не можем в тройку зайти с разных сторон. Не, нам надо, чтобы я зашел точно. Только тролль заходит, показывает, и мы ждем. И вот от тролля играем. Это помнишь, как они с OG играли, короче, у них такая же хуйня, где типа ЦК-1 встал? Да. Идентичная просто хуйня. Мы пятером-то как будто не проиграем драку, если в нормальной позиции. Да нет, все равно ни шансов нет. Здесь нам мудрёный. Какой там вообще под дэмэдж под духом? Плюс-минус, ну типа вообще максимум. Мне кажется, 1004. 0 резиста. 1004 урона, думаю. Под Эльдером снимается броня Двинкса тоже, да? Ну, Надо духом будет. снимается Надо весь будет. маг резист, а и впритык, если подходишь, еще и весь физ. Вся белая броня. Типа там урон с драгона просто сумасшедший. И типа. Ну, у тебя 0 резиста, а Никс еще увеличивает урон. Это жестко, Ярик. Все. Сам придумал. Это мы увидели, что 3700. Ну типа 400 могу вывести.
настолько опытный, что на глазок понимает, сколько дэмэджа. Не, ну я понимаю, про это мог стоить чуть больше, потому что у панды было типа там 3500 кп в моменте. Кто там еще типа значит, что-то додал. I think I did the same thing to Lacoste like a year ago, so I know these tricks. Can't con a con, man. No, you can't. Here's a Doom, though, on the troll. Radan being focused by Davai Lama, but the rest of Heroic, they're into the back on the Brood. Killing Collapse, nice spree to steal, and Mirror dead as well. Aegis claimed up. Heroic, they've come out incredibly strong, but Lol is here with a two-man burrow in the sandstorm. Radan can maybe turn and fight with the battle trans up, chasing Davai Lama, throwing axes at him, but he's being burnt alive. Radan doesn't have enough lifesteal to survive. They're gonna come back in. Sand King tries to get out of here now, but the Remnant and the Shards chasing forward. They brought back on Miro, who's still trying to escape on the right-hand side of the fight, but Lol is dead on the left. Analog with a double kill. Mirror in trouble. Davai Lama's got the Infernal Blade into the Storm Hammer, and in comes Hector. Oh, Brood trying to fight. And who's that? BKB's up and turns onto Schofield again. The Doom is here from Davai Lama, though, onto the hero in the midst of all the spiderlings. Catches and going straight back up to high ground. Davai Lama's leading here. They've got vision on the Sand King. Lotus Orb on him, though, as the Doom tries to get into the back. Doom's the Shadow Demon, I believe, there, and then turns to try and fight into the Troll. Another one connecting onto Radan. He's got buyback, and he's going to have to use it. Mirror does buy back to try and fight here as Heroic. They're standing their ground, but the Sven is dying. He's been pummeled down. First life gone. That's the panic. Still BKB cooldown 6 seconds for him. The Troll is here with the help of the Sand King, though. A lot of stuns comes his way, so he cannot lifesteal back up. And now the BKB is ready. If it wasn't for the backpack cooldown in straight push here. They're straight to tier 4s. Looking at the throne. No Sand King for 50. Glyph is up, like you said, reset. Enko Sven, though, towards the back. Да, там за Ветлюфиолу саппорты сложились. Парзал, просто вот там станет. Ну, позиционка плохая. Каждый раз как-то давалось наводить его. Мага бежит. Dire side of the map, the Radiant Throne is dying. Oh, you're right. They've got Glyph on the dire side, so GG called as the Radiant Мага играл как Лол. from Spirit, but in the end, a 1-1. У нас закончилась встреча 1-1 на второй карте. Что не так прошло? Вроде, да? Вы камбэкнули немножко, там преимущество, бла-бла-бла, но потом что-то не получалось. Что стало решающим? Решающим? Первая драка на Рошане, где нас 6 убили. Я думаю, неприятно, когда у тебя умирает 2 раза кэрри, 2 раза саппорт, ну еще и остальных поубивали всех. А потом по игре, мы не дрались в целом с ними. Мы сплитили, крысили, может в этом была проблема. Как-то не получалось. Потом еще был файт, где, как файт. Где напали на Свена, и он что-то с 2 ударов убил моего кэрри. Было такое, я помню. Да, как-то неприятно. Ну и ничего там отлетело, а потом там войси. Нихуя себе там сплэш. А это именно в драфте ошибка была? Или вы неправильные действия? Не, мне кажется, драфт все-таки нормально. Играть можно было. Ну, то есть уже с Рошаном, типа, с Брудой большой, она камбэкнула, снесла Тауэр, снесла барак. Там, то есть, много сделала. По сути, оккупировалась в топе, фармила, прям все отлично. Вот, я думаю, это больше момент драк очень плохие какие-то. Просто плохо драться. Может, сложно нам было драться, не знаю. Сама позиционка, где еще был файт. Мы на Рошана шли, где наши Д напали, первым убили, потом меня тоже. Хотя у нас как раз уже как будто, такой микропиксила, много всего есть. Можем просто нормально подраться. Потому что если эта роль, раскастуется в Свена, то он его сожрет. Плюс Бруда еще. Вот, но по итогу файтов как таковых не было. То есть уже под базой мы что-то там пукали, прыгали, но этого уже было мало. Там слишком много нетворса было у всех. У нас игра с LGD скоро совсем, да? Через 3 часа. Вот. Небольшой перерывчик, так сказать. Чем их плейстайл отличается вообще? То есть это китайская дота, да? Это немножко другое. Они не файтятся, наверное, на ранних таймингах так быстро, как вот эти ребята From Heroic. Да, это разные же регионы. В целом, про этих LGD я ничего сказать не могу. Как по мне, они не прям шибко такие жесткие, какие-то опасные. В целом они такие. Могут там ребята хорошо играть, но в целом команда, мне кажется, все-таки послабее будет. Да, именно команда. То есть перформанс там может кто-то выдавать. Но они более пассивные. Я думаю, нам будет как будто должно быть удобно играть против команды, которая более пассивно играет. Посмотрим. Я думаю, что против них должно быть легче играть, чем против героев. Вот они не должны так бегать, давить, но кто знает. Еще и полтергейсты тут. Кто знает. Может, они тоже будут играть более агрессивно и так далее. Мы уже на сцене играем на стриме Б опять. Вот, не на арене. Рядом с вами Дмитрий. Мы играем против LGD.
как играют китайцы? Играет, как любая китайская команда, очень нестандартно, наверное, непонятно. Вязко, То есть у них собственные герои, я не могу сказать, что они прям в какой-то невероятной мете, во-первых. Вот. Во-вторых, ну они, да, вязко играют, потому что они выгрызаются. Вот все игры, которые я смотрел, они почти все закончили 1-1. Несмотря на то, что они аутсайдеры нашей группы, победить их 2-0 крайне сложно. Денчик говорил, что, в принципе, вам удобно играть против таких команд, потому что они, в принципе, тоже, у них медленный плейстайл, все дела, а вам удобно играть против медленного плейстайла. Что ты можешь сказать на этот счет? Думаю, что Денчик обманул, потому что нам удобно играть против любого плейстайла. Вот. Но в целом, да, это нам нормально, короче, да. Тут, знаешь, идет уже просто, кто лейтовый пик взял, тот и молодец. А в этом мы профессионалы. Мы профессионалы в лейтпике. Вот, смотрите, первый профессионал. А, у меня клава не работает, подожди. Все. Без керри играем. Laurel now actually has to be very careful. There it is. The hook shot from PYW pulls him back in. Does get the shield crash up to the high ground, but New is in. He's just gonna run him down the pulverize. A nice storm hammer from Mira, but you lose the Pango. Shiro to knock him down. Laurel gets tossed in place. Needs to be very careful. Mira onto the backside, trying to create some space, but PYW will just absolutely run through him. There it is. The BKB reveal, the Solar Crest. The Coddle has taken no damage and collapsed. GG's during the Chronosphere leg, guys. Там просто уже со старта тяжело было. Максимум, как мы в топе могли лучше попиздить, но там слишком натянуто нападение. Да ты их блок спасет. Ну, он просто спасет. Там его надо, если мы на него нападаем, надо, чтобы Дум подошел под тавер и напал на него из кустов. Дал ему Дум, чтобы я в это время с тобой тэпался. И мы его оставляли именно под вышкой. А на ход ноги давать ему Дум, просто слишком тяжело так. Там есть клок, там еще рядом герой, праймал какой-то откинет, там без шансов. Да и нам надо было как-то дефать больше. Там ничего не может дефать. И бот, и топ у нас горел. Там ничего не может. Топ подхватил, пришел. Да, надо в праймала было что-то основательнее брать, просто чтобы его, заебывать по игре. Everyone to the bottom side here, if they can find this Phantom Assassin, the Blink Arena Spear out, but Radon's still nice and healthy. Earth Splitter gonna do some work. No, it just barely misses, but a big Requiem out from Laurel, the epicenter from Collapse, and he is ripping through the back line. Through the slow is there, and it's only a matter of time. We'll hand this one over to Laurel. He ends up with 3 kills in the fight. There's the stun onto the Mars, and Laurel deletes him from the game. Other side of the fight here, Echo's gonna be forced to BKB, try and chase down this Phantom Assassin. Hookshot comes in, the chain stuns are there. They're gonna get this first life. No! He gets out! And now Echo's just beat down by Maposhka. Laurel with the BKB chasing for more up onto the high ground. He just needs one raise. He doesn't get it, but it's gonna be Collapse to finish the job instead. He always like, oh my god. Laurel, protect your souls. Laurel. Okay, he's got haste. Oh, wait a minute. The blink, No the BKB spear. though. Laurel's stuck inside the arena. He's gonna need help, but can they actually finish the job? They're just a little bit too tanky. Laurel will finally die. LGD, they've defeated the raid boss, but Sankey goes in though. He just pops the epicenter and New with no BKB. This time's in trouble. Maposhka comes in. They're just ripping through them. The Earth Splitter's there, and Shiro cannot stand his ground. 4 dead as Echo's forced to BKB, try and run, but run to where? As the stuns come through, and Team Spirit will finish off this game. 30 minutes in. Скажи про игру, почему так все просто как будто шло? Идеальный пик, Денчик Капитан, закрыл. SF. Да, Денчик просто на черном закрыл. Соло убил. И потом просто всю карту размотал. Это Денчик соло. Вот. Денчик всё. соло? Да, что-то проснулся. А ты как же ты? Ты тоже важный милый Я делал, так, нет? на подтанцовке. Ну-ка покажи, как танцуешь. Примерно так я двигаюсь в клубе. Ну там еще чуть руками забраться нужно. Вот так. Сегодня чуть подкачал. Так, примерно. Отличный танцы, бро. Спасибо. А что, я не знаю, у нас просто первый хуже прыгнул, второй гораздо лучше, первый гораздо хуже. И Неиграбельный просто, на самом-то деле. Ну вот просто он неиграбельный. У нас не с кем даже поиграть. Ну даже вот мы стакаемся, 0 дэмэджа, нихуя нет. Войд сказал, мы Войда взяли, но взяли Симдума, который вообще не нужен, а у них Праймал даже в мид не флексится, только
Doomcoiner играет. И плюс, типа, ну, Doom будет вместе, но это настолько жадно. Но если только мои линии не стомпите, типа с Думом. Че на первой картине? Устали немножко с LGD? Или что сказалось? Я думаю, сказывается этот перерыв. Который в 3 часа, да? Да, то есть, ну, мы точно успеваем как-то утомиться, заплыть, я бы сказал, в какой-то мере. Ну и в целом, ну, они взяли правила на After Speak, мы как-то не смогли придумать, адаптироваться нормально, ну, придумать нормальный ответ, не смогли адаптироваться. Пытались уже как-то симпровизировать, но импровизация прошла максимально неуспешно. Собственно, это видно было по игре, я думаю. Ничего мы не могли нормально придумать. Ну, короче, у нас просто драйв говно был. А на второй просто как-то... Во второй уже получше, чуть проснулись, я бы сказал. Уже адаптировались, уже по-другому распикали. Ну и все, и было уже полегче. Ну, просто сделали выводы, все. Сейчас какой план? Отдыхать или все-таки пару пабликов? Какие паблики, бро? Да, конечно, отдыхать, все. Уже, сонный, чуть уставший. Все, не будет, наконец-то, у нас по 2 игры этих дурацких с 3-часовыми перерывами офигенными, которые просто нечем заняться. Так что будет всех по одной игре следующие 2 дня. Это чуть легче, правильно? Ну, это как-то настроиться проще, да, не надо потом ждать, вот этих ожиданий вечных таких дурацких. Вот, посмотрим уже. Ну, будем стараться. Думаю, все у нас еще получится. Ничего страшного не произошло. Обидно, очень обидно. Проиграли. Отдавали карты, которые, можно получше было отыграть. Что с гладиаторами, что с героями. Ну, со всеми командами, с которыми сыграли 1-1. Ну, ничего, главное делать выводы. Этим мы и займемся. Всем, ребят, привет. У нас новый игровой день. Будем играть с командой Аврора. У нас сегодня 1 матч. Здесь все. Я, Ярик. Блин, хотел побриться, ё-моё, забыл. Забыл побриться? Да. Красивый Ярик. Ну, придется таким ходить. Друзья, да, выезжаем на арену уже. Да. Да, как Ярик сказал, играем против Авроры. Вчера, наверное, были больше всего проблемы по драфту. Думаю, посмотреть. Столкнулись мы с некими трудностями, да. Что делали, работу над ошибками, как провели? Все супер? В целом, да. Ну как работа над ошибками? Это же, такое. Вчера нас просто застали врасплох, я бы сказал. Ага. И мы не смогли нормально подстроиться, адаптироваться. Не исключено, что и сегодня что-то подобное может произойти. Может, мы, наоборот, застанем врасплох. В целом, да, есть у нас идейки. Будем стараться к этому стремиться. К своим комфортным персонажам, стратегиям. Ну и побеждать, играть. Как обычно. Да все как обычно, рабочий, дефолт, я не знаю. Что, первый раз, что ли, мы? Едем на арену, друзья. Друзья, мы вот выезжаем уже на арену, на сцену мы едем с Русланом в такси. Русь, первый вопрос, наверное, будет такой. Ты с мальчиками уже долго очень, да, возишься, так сказать. Если так спросить, в чем они стали лучше? Например, Ярик стал там более организованный, да? Если вот как по каждому пройтись, можно ли что-то такое отметить? Вообще разница супер большая. Первое, с некоторыми ребятами, например, Илья, Мира, Мага, они когда пришли, они были, в каких-то вещах вообще прям как дети, на мой взгляд, то есть очень много чего не знали, не разбирались. За этот период они стали гораздо более самостоятельны, они реально выросли, во многих вещах разобрались, у всех у них есть классное качество, что они все время спрашивают, и потом новую инфу получают, знают, становятся лучше, взрослее. Получается, у нас. Каждый из них стал гораздо более выносливее. Вот даже если сейчас сравнить это 3 год назад, условного нытья в команде стало гораздо меньше. Уже много турниров мы прошли, в разных условиях побывали, и каждый уже такую выдержку выработал. 3 главных аспекта для наших игроков во время турнира. Вот, то есть, что для них самое главное? Так, смотри, жить в соло. Жить в соло. На первом месте. Чтобы вкусно кормили, особенно для Денчика, это супер важно. 3, чтобы на Веню не надо было далеко ездить. Для важных для них, да? Да, потому что езда на Веню одна из... Если Веню далеко, эта дорога тебя выматывает, что туда, что назад. Здесь близко, нормально. Здесь 30 минут, да, получается? А бывали и подольше моменты? От 20 до 30 ты здесь едешь, в Румынии мы ехали 1-1.5 часа. Серьезно? Да, выходной день 20 минут, а в будний день с пробочками просто 1,5 часа. Это жесть. Вы уезжали за 3 часа до игры? Да. А самый интересный турнир, который запомнился? 10-й инт? Как и у всех, в принципе? Слушай, 10-й инт был интересен, он запомнился. Для меня он был супер тяжелый по режиму, потому что, еще из-за ковидных ограничений, то есть, и плюс просто у нас был очень тяжелый режим. То есть мы там супер рано вставали, супер поздно ложились, я еще позже всех ложилась. И раньше всех вставала, был тяжелый, но был интересный. Слушай, инт в Сиэтле тоже отчасти был интересный. Интересные турниры, на которых, наверное, реально нужно больше, что ли, делать.
Покажем игру. Тут Илюша смотрит Bad Boom против Entity. Что по пику можешь сказать? Вторая карта идет. Кто, по идее, должен выигрывать? Мне кажется, слева должны выигрывать, потому что на Пака 0 контроля. И Нун в зоне, правильно? Но Нун в ебейшем потоке, да. Просто засолил каточку. Я бы переименовал Entity в команду Нун плюс 4. Он покупает Аганима, покупает бота в Алхимии, контролит все руны. Да потные они, потные. Хорошо играют. Хорошо драфтят, хорошо играют. Они молодцы. Тут 2-0 будет, правильно Тут понимаю? 2-0 нахуй, да. Без шансов. Гритинг уже Нун спамит. Все. А когда спамит Нун, то тогда сразу ГПК пишет ГГ. Ну все, сыграем против Авроры. Какие у тебя планы на эту игру? Фантом Ассасин опять будет? Жесткая вот это вот. Да забанят. Думаешь, забанят? Марша забанят, да. Да что-то придумаем, я думаю. Сейчас мы пойдем сетапиться, обсудим там наши планы на драфт, на игру, чем мы хотим играть. И после этого, думаю, будем жестко ебать. Прям по жести. Прям сегодня будет без ошибок. Да. Не прощать. Конечно. Все, погнали. I mean, the push goes here, but is it in time? No. Storm comes out. It does at least catch Lord up on the Shadow Fiend. The Earth Splitter's there. The question is, can they get anything else? Spira with the charge on in the arena. The Spear's got one collapse. He's got that buff going, baby. Looking to take down the Shadow Fiend, and he does. 20% attack speed on the Mars. Is it going to make any difference right now? We'll find out. Coils out, does manage to catch Lord up. He needs some help and fast, trying to heal himself through this. But the Arena, or I'm sorry, the Spear to push him back and snap it. It's there, and a nice double kill for Laurel with the orb. He didn't, he was not ready. There it is. Collapse comes in. The Yules, the Blink, the Spear. He really wants Kingslayer. They're going to just trap him against the walls and collapse. Sets up a kill onto the Ursa, jabs on retreat, but Radon's got the damage. He's looking for Lauren up. The Sunder comes out just before the BKB. It's a double kill for the Terrorblade. He's looking for the triple, and he's gonna get it, baby. Stuns. I feel like they can get away with it. The Aeto's there, but the charge angle from Mira. The Arena's caught 3 Kingslayers. Саппортов хорошо убили. У Люд, правда, пол хп, а там СР с БКБ. Он сейчас будет прыгать, нет? Там Адиона на ульт. Ну, четко. Шли, убили. He wants to go for more. He wants this Ursa. Maybe blinking a little bit too far. Does coil down to the low. Ой, я или попер, или не попер. А этого убьет как будто сразу сам. А, ладно, тот врал. ТБ не хватило. Первый нажал бы. Да, что-то вообще, ну... И Марса не хватило, слушай, мы Рошана... Да, на самом деле. А, мы Рошана убивали, окей. Просто как будто столько драка долго идет, а кор все нет. Так у тебя же ульт был Мира, что ты не нажал? Я не убежал. Там никого нет. Готов. Вроде ломаем, да и все. Все должны сейчас закончить. У нас Аегис, баннер стоит, ульт у Бара еще остался. Арены нет, да. Они просто ничего не могут уже. Единственный шанс — это хороший ультисар. Ты сдох? Мира? Да, на Сефил Какой-то фонтан, походу, там побежал. Лёха просто бараки. Или нет, он говорит, моя очередь. Спасибо, играть. Моя очередь. Теперь я пришел. Самый хороший момент, что мы после Рошана как-то их осадили, там поубивали, а Егис выбили. Вот это, наверное, самый основной момент. Что так простенько было по игре? Слишком сильный Баратрум был в катке. Да? Четвертый бар разрешал? Просто, в соло катку все разъебал, ничего не сделать было врагам. Был везде и башил всех, а Ярик не ставил духа, они что-то погибали просто от пука любого. Там Данчик дал царь и сначала умер. На самом деле, после стадии драфта как будто не было ощущения, что у нас перед драфтом. Ну, если так посмотреть по Кого? Просто не шарь. А у вас было ощущение, что вы передрафтили прям? Ну да. Плюс-минус. Да чел У них опять... 0 станов. Да. У них один стан, это Пангальяр. Да и чел опять отдает ТП. Ну это детский сад. Ну это не серьезно, Это уже правда. не смешно даже. Это уже да. Чё? Изи мод. Опять ТП отдают. Ну опять ТП, блядь. 24 Опять 24 фантомку в срату и банят, который мы даже не думали. Просто... Не, мне непонятно будет бан тролля во второй стадии. Вот зачем? Зашугал пацанов. Роль-то жестко, да. Фаст-аганимчик, и потом вот линку сразу хуярить, и просто пиздожить челом в 100 секунд. Даже лайник был окей. Ну что там, Беннет на самом деле типа легко.
У них просто нету, типа, ну, как сказать, типа, зацепов. Если что, на Урсе не покупает рандропы, то легко. Да, ты еще впервые взял 6, я тебя оставил full expo, убили его, все, кайф, вообще. Игра пошла по Я кайф. просто купил Fox Soul Ring, его поспамил там 2 раза и на 3-й раз уже убил. Но он фласку проебал там, рандропа не принес. Ты ему, типа, фаску сбил? Не, он просто отхилился, типа, я после отхила дал ему 2 спуа, потом подожал Soul Ring, еще раз нажал Soul Ring, 2 спуа. И вот на 3-й раз, когда он подошел, у меня уже 6-й появлялся, нажал Lotus, арену и все. Пытается типа, вырваться из клейки. Он уже понял, знаешь, вот ты взял, типа 6, потом сразу нажим джамп назад, сразу дальше, и все, мне пизда, братья. Storm, because he's up to 4 already. The thing is it's a little bit deceiving. Oh, yeah, they're gonna be able to just snowball on over, trying to bring down the Kingslayer. They got him. Because it just lets you go in first and bait reactions, even if you couldn't get the full combo off. And that might be some of the idea here. Is like, I'm just gonna go in. Maybe I can't kill people. Speaking of killing people. Yeah, I mean, just a really good setup from Jabs on the arena. And because you see everyone split up and then scattered, they then go in for another kill. Oh, finally. One tap that tower up. This might have been too aggressive though. Baits out the BKB. I guess Still like has amplified damage. Yeah, it's like he's still got amplified damage and drinking buddies, dude. He's not done. Kingslayer nearby, the Mars TPing in as well. They're gonna just jump, they go for it. Can actually bring him down. He gets the BKB up. The Yule is perfectly done. But now it's the Mars that's gonna go down first. Марса убили, окей. Минус БКБ одно, минус 2. Дэн тоже нажал. Может, поторопился на БКБ. Вдвоем подожимать не хотелось. Имберу все равно не горело туда прыгать Мэйли. Как-то долго еще нападали. Мне казалось, просто все должны как-то набегать. Мага его хватает. А им, ну, Мадярчик дали, да? Ну да. Jabs looking for an opening. They go in. They manage to find Mira on the tusk, but actually doesn't connect onto the vortex. There it is. Jabs gets the arena, gets the spear. Rodon holding his BKB for the moment. Стан кидать надо, нет? Еще убьют. Мне кажется. Бабочка? Нет, бабочка. Мясы. А все, и опять драка без одного героя. Если бы кто-то из БКБ чуть-чуть тоже подконтролил, был бы рядом, может, что-то лучше. Бля, там еще и борозда хорошая от этого была. Стану туда все. Onto Mira, that's gonna be a dieback. Laurel now in trouble. The Orchids come through. They've tapped him down once again. A collapse. Try to onslaught away, but you can't get away from the storm. 4 dead, actually 5. Я могу зайти в лес. С пуська. Вот да, вот так надо было делать. Да, но у нас в миде уже Эмбер умер, и потом все. Особо я не видел ничего уже, что делать. Да, классическая игра, где челы постоянно бегают в мид. Ну, нихуя не сделать. У них герой еще сильнее. Никс контрит эту хуйню, а мы с Тусиком нихуя не можем сделать. Да. Как Никс контрит? Он же особо ничего не сделал. Как у них контрит? А, ничего, да? Как у них контрит Эмбера? Эмбер поначалу не сильно же. Ты его даже больше ебешь, чем он тебя. Там типа, ну... Ты ебешь, чтобы на Эмбере играть, в нее, кстати, нужно БКБ. Как ты можешь без БКБ играть? Но он тебя поймает, ты умрешь, тебе же 0 сейв. Ты соло-то, да. Так, а даже если ты будешь там, ну, ты не можешь засейвить, да, если ты не варенье. Не, ну в этой игре можно было бы сделать так, что типа мы идем где-то в паре просто. Да, нет, типа, да, я в этой игре я нихуя не сделать уже после 20 минут. Да не, бля, просто допиздывай все. На 4 ты должен просто выходить. Ну, просто выйти должен. Ну, это не должно такого быть. Ну, не может на Титане выйти и меня убить. Ну, не может. То, что я первый там оказываюсь. Может, на самом деле. Не, ну если ты... Он может, потому что он просто бежит, он мне чуть-чуть вызонивает меня из того, что он в духе, а я без тактима. Я его даже перебить не могу. На самом деле, просто мне кажется, ты не да, у меня герой нихуя не сделал. Да, у меня герой даже потом нихуя не сделал. Но вот они могут меня везде убивать, мы не можем... Нет, шторма, у него все перестакано. По импове персы, они могут просто, ну, типа, встать, вот нихуя не да, они делать. Просто фармят, он осакал себе на Титане лес, на шторме фармит. У него все руны. Марс под каждую руну выйдет. Ну да, у нас Марс под каждую руну выйдет. А мы еще полем Эмбера мертвого. Не, мне кажется, Свен придется просто на плей должен взяться, против Элдера мы берем, а вместо ничьи взять 4, наверное, какую-то. А Свен плюс 4/5 будет, 5 слэш керри, и мы уже смотрим его там, куда оставим, туда или сюда, выбираем 4 против Элдера, когда видим, кто с ним сразу постоит, с Праймовым, потом спокойно мидер пикаем и на 20-30 керри, а так они не в СОМ еще ничего закрыли, еще не с такой удобный герой, чтобы им тем играть было. Да, я, конечно, думаю, что вы просто чуть
что дали бан даже ЖД, если честно. И как-то забыли Никса. Еще Шторм, еще Морф по Титана против Свена, Эмбера, ну и Праймал. Никто не сделает. Они, может, просто АФК фармят? Не, они вас пиком решают, кто, но нам надо еще вслепую кор-матчап выбрать. Нет, Свен это нормальный кор-матчап Морфа, типа это, ну, можно выиграть. Просто у них у всех Не можно остальных выиграть. дохуя. У нас просто мы в целом проигрываем наши деньги. Там просто Морф 3 фри-героев. У нас ни один герой ничего Морф не делает. Друзья, мы вернулись в отель после игры 1-1. Илюшу сразу забрали на медийку. Сейчас, видимо, он будет отрываться за сегодняшнюю ничью. Будет давать пощечину Слаксу. Будем смотреть, наблюдать. No, I want a real slap. I want the power, the real one. You're not gonna hurt me. I'm a tough boy. It's gonna be okay. What do you mean it's gonna be okay? I got padding, dude. I'm strong. Like that? You want harder? Yeah, I want a real one. Go with the whole body. Yeah. Don't hurt your hand though. Make sure I don't want to be blamed if you guys get out of the tournament. Is that good? All right. Oh, what was that? Oh, you like him too? I couldn't hear you. Come on up. You want to give a speech or what's up? You want a hug or why are you coming up? Fuck yeah, that was great. That was awesome. Hell yeah. All right, we got it. Now we're gonna do a walk one. Друзья, вернулся в практис. Тут Мирослав. Тут я. Про сегодняшнюю игру немножко поговорим. Какие выводы были сделаны? Ну, у нас на первой, в общем, карте просто пик солидный. Ну, на первой карте все сыграли, понятно, в принципе, четко. Про вторую больше интересно, наверное. Выиграли. Ну что, на второй просто там плохо, мне кажется, мы пофлексили с Веном, взяли с ничой. Надо было по-другому брать. А вообще вот таким пиком возможно выиграть в этой реальности? Не, на второй можно выиграть. Конечно. Можно выиграть. Нашим пиком? Да, вашим пиком. Нет, нельзя, думаю. Вообще невозможно? Не, ну в теории можно, если бы я там вышел на руну, мы бы там убили бы Шторма, под мою вот стяжку типа раненую, что я там протупил тоже в моменте, не вышел вовремя. И там как-то прям застомпить, потом Ярик выходит с, в общем, крипом волком, его Никс не может убить, и мы давим Шторма второй раз после ТП, ломаем тавер и идем в трон. Вот так да. Только такой, да, вариантик? Ну да. Если у нас так не получается прям вот хорошо прям рано сыграть под мид, то потом очень сложно. Они просто фармят, а мы слабее. Потому что прям в суперлейте, где мы не летим 50 тысяч нетворса, да, но такого бы не было. Короче, там просто вот Никс плюс Элдер спиздили, получается. Художественный фильм спиздили у нас. Ну, это сильно, как вот оказалось, это реально очень мощно. Тяжело было чуть играть. Какой еще план у тебя? Паблики? Играть на Морфе 4. Всю жизнь осталось? Всю жизнь, весь вечер. Потом завтра все официалки. Красава. Тогда все. Завтра увидимся. Завтра у нас игра против Blacklist International. Нужно выиграть 2-0. Всех 7-5, да. Да. Борьбой тот и выходит. Выходить с первого места в группе и не играть переигровки. Вот завтра будем, да. Завтра будем пикать. Морфа 4. Жестко. Морфа 4. Позже 5. Все, друзья, завтра увидимся. Это последний день в групповом этапе. Играем против Blacklist International сегодня. Рядом со мной Денчик. Там самый сильный мидер по версии тебя, да? Ты говорил тут. Нет, в команде всегда есть кто-то сильнее других. И в этой команде, конечно же, мидер. Ну, как в других любых. А, да? А в вашей команде самый сильный мидер, думаешь? Самый сильный. Да. Не, на самый сильный Сикл. Сикл легенда. Да, как будешь выигрывать мидеры сегодня этого? План какой? Контролем активки, гангаем сайды. Сайды гангаются, мидер в ахуе просто сидит. И все, и победа. Все запомнил? Запиши себе на всякий случай, вдруг забудешь. Друзья, вот-вот выезжаем на аренку. Ребята уже собирают девайсы, погоним. И сегодня играем против Blacklist International. Что можешь сказать про них? Чем они похожи на другие команды? Чем отличаются? Сильная, слабая сторона? Может быть, какие-то привычки ты знаешь, да? Посмотрел репой, поиграли они под руну, все делают грамотно. Если они захотят, конечно же, все делать грамотно. Мы против них играли КВ. Думаю, Опа. Да. Ну, мы выиграли на КВ. На бесте просто Total Soul сделать по игрону. У тебя, кстати, за год на бесте что-то винрейт 70%, ты знаешь? Реально жесткий бист. А у этого чего на финде какой винрейт? 100. 50% получается. Я 2 игры все сыграл. Одну 1.11, другой 1.15, другой 15. Угадайте, сколько винрейта у Илюхи на Свене? 0. А мы же пикали Свена, чтобы его зафлексить, да? Правильно понимаю? По четверочку. Но просто не получилось немножко. Свен Керри. Моя четверка достается. Свен Керри, что Свен Керри? Говно просто. Плюсы и минусы. Плюсы Керри, минусы Свен. Говно на линии. Я все сожру, я за пули крипов, я сожру все говно, я буду самым бесполезным героем на карте. Это про что? Просто на четверку. А, да? Все, друзья, перемещаемся на арену.
Какой перемещаемся, бро? Ты сейчас поедешь сюда, блядь, полчаса будешь ехать, париться. Но для зрителей мы перемещаемся. Мы не перемещаемся, мы переносимся в пространстве и времени. Благодаря чему? Благодаря машине и нашему водителю. Водила, кстати, у вас жесткий, да? Водила чувствует мой вайб. Есть один чувак, прям, который такой, ну, разъебный, он прям такой музыку включает, короче, на полную делает, что машину там что-то качает, просто бам-бам-бам. Этот чувак сидит на наушниках еще всю дорогу, не слушает мои треки. Топ-3 трека. Топ-3 трека? Да, в данный момент. Давай. Так, надо подумать. Чародейка. Charm. Колын, черные глаза. Нет, Protection Charm. Ага. Не знаю, что будет. Давай, блядь, Black Hole Sun. Окей, бро. Black Hole. Ты нахуй энигму назвал, ты спал? Black Hole Sun. Что, блядь, Black Hole Sun? Черная гора солнца, блядь, что за трек? Black Hole Sun, won't you come? Won't you come? Ладно. Мы на арене уже, смотрите. Не на арене еще. Друзья, мы уже на стейдже. В Player Lounge зашли. Ждем нашу игру. И тут Ярослав будет показывать мастер-класс. Тик-трок. Ну, еще один раз и потом... Ты понял, что он делает вообще? Что он делает, понял? Да, надо просто ехать. Да блин, за что? Нормально. А, можно остановиться. Ну, попробуй, я сниму, попробуй. Тут все просто. А что это просто? Ну, смотри. Это маленький, да? One jump, да. А, он едет за мной? А, тут на реакцию, да? Так это вообще изи, бро, Так ты у чё? тебя что-то без этого. А, не, надо вопрос понять, что делать. Давай, брат, не пикни. Короче, все, я понял. Это шорт. Шорт, лонг. Не работает кнопка. Кнопка не работает. Конечно. А покажи мастер-класс. Я не покажу, это реально сложно. У меня 20-й был максимум. Сколько? 20-ка осталась. Не, тут можно и лонг делать, перепрыгивая. Бля, да все. Ну это не знаю, это происходит. Ну вы что, серьезно? Это было капец. Ладно, еще один раз. Давай, 25, бро. 20. Спасибо. Ну ладно, нормально. Ебать, я это сделал. Я это сделал. Друзья, парни уже настраиваются, за компами сидят. Это с нами Дмитрий Корбан. Как у вас предчувствие? Да, объективно. Если мы нормально задрафтим, мы должны закрывать 2-0. Ничего не предвещает беды. Очень много зависит от драфта, да? Это, ну, если судить по нашим играм, да, например, мы проиграли 5 карт, и, как мы уже обсуждали, большинство, больше 50% из этих 5 карт мы проиграли именно из-за неоптимального драфта, да. А мы предприняли кое-какие шаги, самые внимательные это заметят, вот, поэтому посмотрим. Но, опять же, это дота, ты можешь прийти с уверенностью, что ты выиграешь 2-0, а в итоге уехать 0-2. Ну, это дота. Ну, Блэклист не самый трудный. Ты знаешь, оппонент, ВП на TI, прошлом TI, да, тоже не были вообще самым сильным оппонентом, однако игры с ними были, ну, очень тяжелые. Хотя они вообще ничего не изобретали, просто пикали спектру. Понятно, что они самые сильные, но, как ты видишь, как идут группы, любой оппонент может удивить, а тем более, когда ты на грани от вылета. То есть для Blacklist, если они выиграют эту игру, это решает все их проблемы. Они выходят, да. Ну, зависит еще от того, как сыграют еще соседи, да, но это очевидно большой факт того, что они пойдут дальше. Как так получается, то, что мы с Falcons играем 2-0, то есть все ребята говорят, что это самая сильная команда в группе, а происходит вот такое, там 1-1, 1-1, 1-1. Ну, во-первых, мы Spirit, поэтому мы исторически играем 1-1 в группе, B2 это не наш формат, это первое. А второе, то, что, ну, Falcon, очевидно, в первый день были не в своей тарелке. Ну, типа, они проиграли 0-4, у них были не самые лучшие варианты, в моем понимании, на пике, опять же, героев каких-то, они продолжали гнуть свою линию, не получилось, да. После первого дня они вполне себе нормально камбэкнули, сыграв 2-0 со всеми аутсайдерами, в отличие от остальных команд, которые не могут сыграть 2-0. Можно сказать, что всем повезло, кто в первый день играл с Falcons, потому что они приехали, но они еще остались, они проиграли 0-4 в первый день, они, видимо, еще остались дома просто. А второй день уже все. Ладно, друзья, мы отправляемся в смотровую с Дмитрием, с Русланой. После к нам присоединится Айрат и будем болеть за Team Spirit. Very deep though. Smoke now gets revealed, tries to find a play, doesn't back himself away. Charge is going to be there though. On to Yatoro. Пиздец, плохая позиция. Илюха вообще разревелился и стоит, носом клюет перед ними. Вот сама позиция, что SF стоит впереди всех наших героев.
Вот как сейчас оказалось. Вот просто впереди всех героев. Да ладно, у нас просто хуже пик. Ну и даже так, как-то даже не подрались. They're still coming. Natsumi gets the Aegis, but they're leaving. They need to leave. Tim's just trying to make some space, but they found Januel on the side. Another target. Gonna get bought down. У нее гем, нормально. У нее гем. Может еще кого-то? Кстати, она без ТП. Она БКБ Вентран, конечно, жмет. Гем у нас есть. Бля, ну как? Не ульти. Он не затаймил, может затаймил. Не, я думаю, тяжело. Только копьем, кто не уверен. Неожиданно и приятно. Приятно, да. То есть просто этот нюк забежал, что-то убил Дарксира. Они не ожидали, походу. Да, не ожидали, испугались, дальше Титан всех поставил. But they have a gem. So they with charge. Yeah, he's got the Ascetic cap, so it's going to be okay for the time being. They actually find Januel in the backlines. Big target. They'll go in onto Collapse here, but Gabby and Tims are just going to have to sit inside this arena. No BKB available for Tims. He's going to fall. Gabby going to have to Есть pop звук по his. духам хорошо. Ой, ебать, Ярик. Так, смотри, 2 бая убили. Сапингу в таверне, миру на троих поменяли и 2 бая. Не, в принципе, Илюха может в таверне посидеть. Вроде нормально справляемся. Так я говорил, тут СФ не затащит эту игру, только Пак ее может. Ну и остальные типа помогать Селтор с духом. Ну трудная игра, но где-то Илюха чуть-чуть вперед. Это один раз он точно, вот с ТП это прям супер ошибка. Он просто дал ТП и вышел зачем-то с базы. Просто как-то чуть аккуратнее, все-таки герой такой же позиционки. But here we go. Gabby jumping in, nice catch onto 3, but where is the follow-up? I mean, Yatoro getting so... Еще Элдер больно, то что Элдер сильно плохо. Спасибо. Там Индвейкерами 2 кора сейвится от Пака. Так, а Мага вторым темпом. Вторым темпом. Яйца нет, Радан взорвался. 2 БКБ прожато, улетел. Феникс выбили. Минус. Решил. Ебать. Йоу, все 1330. Это форс-буцы. Да. Это пиздец. Ты реально ёбнешься. Как его поймать? Ну, братру может, в теории. Ну, да. Если где-то на повороте тебя, а так он тебя не догонит. Get in there, take that Aegis. They're holding back for the time being. They'll blow up hard. Да, Саша. У него вообще все равно добили свой аркейд. Как будто и так можем выиграть, нет? Надо бояться Илюх, я думаю. Или мне так кажется? Мира там закопался, да, и вообще не может. Хорошо, да. Скаут сейчас немного поздно. О, до свидания без байбека. Ну, Илюх, бойся, да. Как будто сразу надо. В такой ситуации. Мы просто можем закончить, а не без кнопки. Чуть немножко на очке так сыграли в конце. Не, нормально. Главное выиграли. Нормально, да, главное выиграли. Думаешь, что нам надо было их в миде ебашить? Вот этого СК, который постоянно пушит, без БКБ, без нихуя. Просто он 5. Он такой заебный. Если честно, у нас трудная игра, по-моему, после того, что у нас как будто послушать пик, и просто полегче играть. Подожди, ты хочешь стакнуться до твоего БКБ против них? Как? Так вы просто запокаете их до полусмерти. У меня жопа порвана, Илюх. Ты фин без БКБ, ну, против Дарксира, Феникса, СК, Бара. Разумеется, мы никого не убьем. Самое идеальное, что вот мы их растягивали, просто фармили и ждали. Вот ты получил 6. Я получил, да, через 10 секунд. Мира, ты можешь просто у своей команды Мага, я тебе сказал через секунду, когда я получил 6, Мага, я на ТП в бот с Виндет, то есть тебе сразу сказал, если что, хватит меня сразу. Вот такой был колбойс. Ты просто ты молчал, такой, окей, посмотри в топе такой. Мне кажется, в топе просто там ты все равно ничего не найдешь. Так скажи, приходи, да, го ебатик, приходи. Я же пытаюсь у тебя типа узнать, тебе вообще я вот можно или нет? Nice. Pushing out the mid with the Mantas. They are going to see if I'm down. They're jumping Collapse though. Yeah, it's a nice fight here. No BKB on Collapse. Иуся. Может, это вот получится завершить, нет? Нет, там сзади продлевает уже Леона пошел. Ну, хорошо, они как-то делают. Еще и под руну все подошли. Smoke gets popped. They don't see where. Collapses in with the Yules onto the Clockwork. The rest of the team running their way over. Abed is here. Doesn't land the stun though. And Team Spirit just get themselves back. Kill off Januel. That big initiative. Бля, хороший килл с Лексианом. Нормально. Закил, нормально. No BKB available. They're going to go onto him for now. Stun is out. Onto 2. Lol gets bounced back. The Requiem. Илюха не может же так ебалом торговать. Не может. Ну, чего он так делает? А он что-то вейв как будто мог нажать, нет? Он же дал манту, как будто, значит, тебя никто не станет. Не, он встал, он дал манту, вейв там поставил. Станет ШК? То есть, да, не забыл. Да не, ну в чистом поле не можно драться. Нам надо видеть хоть один таргет, в котором мы дадим стан, блинк Леон стан, блинк СФ, взорвать. А мы просто ни разу не подставились за всю игру.
He's having a little nap as Pero once again looking around the sidelines. The Requiem out on top of them. The supports are very low, but not low enough. Но даже под Элдером не хватило. Он просто пайт грифсы. Но он успел как-то не умереть, он грифсы нажал на этом. И Глиммер нажал на бабки. Чуть долго думали, а ты ГГ. Просто шмоток не хватает, какого-то вот тагани не хватило, чтобы саппорта взорвать. Как бы Сеф похилился, потом выехал бы на этом, на нейтралке. Мага себя заеулил, чуть БКБшки пораскатили. Что-то получилось бы. Служив, да, конечно, перефарм просто большой. Хуёво, что вот у нас Марс тратит арену в топе на то, чтобы выжить. То мы идем в тройку, у нас не хватает арены, чтобы дать им пиздец. Да, дело не в этом, да блин. Можно проще героев пикать, я даже уверен. Ну если не летят кнопки, я не знаю. Можно просто набрать АУЕ кнопки, которыми не промазать. Да, вот реально просто. Надо с Марсом сильнее четверку брать. Я не знаю. Которые юнили мне стату на Титане, спасибо. Шел без поражений. У тебя был 100% дамирейт? Еще с Валахи начинаю. Ты сильно расстроился? Да, очень. Как жить-то теперь? Что не так пошло? Просто стадия лайнинга как-то? Ну, я думаю, мы просто не в форме сегодня. Вот. Не с ноги встали? Типа того. Нам точно надо было хоть одну драку, хоть где-то, как-то. Даже если криво нападем, похуй, хотя бы нападем, хотя бы файт завяжется. Но я чувствовал в игре, что у нас дохуя урона. У меня Канда, у нас СФ с ультой. Да, у нас с Марса есть на инициацию. Даже если мага закроет как-то в арену, просто закроет в арену героя без БКБ, ты подойдешь, дашь стан или дух как-то застанет. У маги еще и ул был. Ну, типа, у нас были возможности как-то без твоего блинка принимать, до твоего блинка драки. Нам надо просто было подраться. В итоге мы просто бегаем, типа 20-25 минут, мы просто не можем напасть. У нас то блинки сбиваются, то еще какая-то хуйня. Нам надо с смока обойти, нормально напасть. Друзья, мы вернулись в отель. Рядом со мной капитан команды Ярослав Непошко. 3 вопроса про группу будет. Да. У нас, да, закончился групповой этап. Целых 3, как я рад. Мы вышли со 2-го места. Первый вопрос. Самый ценный урок, который ты для себя или как команда вы вынесли из группового этапа? Сон очень важен, вот. А то просто некоторые дни я вообще не высыпался, я чувствовал себя очень вяло, не бодро, прям в играх. Ну, чувствовал, что не доигрываю, как-то мало от меня информации какой-то поступает, то есть высыпать, ребят, это очень важно в любом деле. Я знаю, что у вас кое-что поменялось на драфтиках. Расскажешь об этом немножко? Вы вернулись к старой системе, можно сказать? Ну как, просто, короче, раньше у нас Айрат выполнял, наверное, большую часть работы, подготовки и прочее. Вот, и Мира сидел на кнопке, так как, в принципе, не важно было, кто сидел, потому что все равно преимущественно вел по драфту Айрат. Вот, но сейчас как-то не так у нас все хорошо складывается, и в целом можно сказать, что, опять же, я вернулся, ну, на позицию вот этого, как бы, пикера, ну, как бы нажимаю на кнопку, и все равно, в любом случае, тот человек, кто нажимает на эту кнопку и пикает героев, как ни крути, за ним чуть больше ответственности, он все равно чуть больше, как бы, вкладывает в себя и в целом какие-то идеи свои предлагает, вот, и сейчас, да, мы пришли как-то после некоторых обсуждений к тому, что давайте, ну, решили, что я снова вернусь к этим задачам, вот, и вновь мы будем вместе готовиться с Айратом, все такое, ну, и я буду нажимать на кнопочки. А самая трудная игра? Против какой команды была, по твоему мнению? Вот именно прям потно было, вау. Первое, что в голову пришло, не уверен, что оно самое сложное, это как раз первое с Фальконами, где мы очень много проигрывали, но потом смогли зацепиться, камбэкнуть. Ну, вообще, вот сегодня мы тоже с Blacklist играли, наверное, тоже одна, ну, возможно, она самая сложная получилась. Игра такая, было как-то много брака, ошибок, но мы все равно не сдавались, старались победить, находили свои моменты, затянулась очень игра, враги тоже, я не знаю, просто уже вылетели, но решили что-то жопу порвать против нас, назовем это так. Мы тоже подсобрались, в общем, отжали такие-то карту, в общем, да, она тоже была очень сложная. Ну и бонусный вопрос. Да, твой личный. Да, мой личный бонусный вопрос. Над чем сейчас будете работать? Вот у вас есть один день завтра перерыва, без официальных игр, но праки будут, правильно понимаю? Ну, скорее всего. На что будет делать фокус? Ну, то есть, смотри, тестировать что-то новое? Или да, ну, как, исходя из первого вопроса, определенно нам нужно будет вместе как-то пообщаться, посовещаться, скажем так, прийти к чему-то общему из того, что у нас есть. Вот, ну, проработаем как-то получше, я думаю, драфты, в первую очередь, от этого уже все идет, то есть как-то побольше пообщаемся на эту тему, кто на чем хочет играть, кто что лучше видит, то есть, как ни крути, мы, ну, какой-то период не играли турниры, и не до конца, возможно, еще где-то мету прочухали. Вот, над этим нам стоит, соответственно, поработать, разговаривать на эту тему. Попробуем, может, тоже где-то
сделать для себя выводы по поводу плейстайла. Уже есть некоторые моменты там, где, возможно, мы играем медленнее, чем нам следовало бы. Подметили уже для себя такие вещи, пунктики. Вот. Будем над этим работать, посмотрим реплей, посмотрим, где мы лучше можем использовать своих героев, получше надавить. Ну и, блин, стараться побеждать, конечно же. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Увидимся уже в плей-оффе. Вышли в Венерал. Воу!